Всем привет, с вами Зуролог. Недавно у моего очень близкого, хорошего друга Ксенби был день рождения. Я с ним дружу уже 8 лет. На этот день рождения я хотела сделать что-то прикольное, особенное, интересное. И с его разрешения я делаю этот видос, потому что вам я тоже хочу показать, что я сделала. А сделала я видеоигру. Насколько это можно назвать видеоигрой. Видите ли, у меня очень ограниченный опыт в программировании. В прошлом я пыталась на разных движках делать какие-то игры, разрабатывала концепты, но в итоге все заканчивалось на очень ранних стадиях, скажем так. Игру я захотела сделать в качестве подарка не просто так. Изначально я с Ксенби познакомилась как раз-таки благодаря работе над фан-игрой по Undertale. На этом канале есть видосы на эту тему. Очень старые, поэтому смотрите на свой страх и риск. Если хотите сами как-то поиграть в эту игру, я оставила ссылку на GameJolt в описании. Из-за того, что у меня абсолютно нулевой опыт в программировании, предупреждаю, говорю сразу, игра будет кривой. Игра будет очень кривой. Но в этом и прелесть. В общем, мне бы очень хотелось бы, чтобы те из вас, кому не будет лень, записали какие-то клипы, как вы проходите мою игру. Почему? Да потому что это будет капец как весело. Я уверена, что она будет ломаться такими способами, которые я вообще не могла себе представить. Я провела какую-то работу над багами и ошибками, насколько могла. Но когда я скинула игру моим друзьям, чтобы потестить, произошло очень много неожиданного. Мне кажется, что это будет очень смешно. Я не прочь посмеяться над собой. Поэтому, если что, присылайте свои прохождения и, может быть, другой какой-то контент, связанный с моей игрой, под пост в моем телеграм-канале. Вот, я вообще стараюсь там постить всякие прикольные штучки, какие-то апдейты, новости, насколько могу. Поэтому жду вас там. Это видео было бы довольно сухим, если бы я просто сказала бы вам пойти поиграть в мою игру. Поэтому хочу показать вам, как игра выглядит изнутри и провести такую, грубо говоря, экскурсию. Давайте начнем. Добро пожаловать на экскурсию в проект Ksenbi Adventure. Вот это вот у нас первый уровень. Он выглядит полностью вот так. Это у нас игрок. У меня есть 3 вещи, которые регулируют для музыки штука, камера, и для сердечек, когда игрок урон получает. Пришлось сделать так, потому что из-за камеры, по сути, сердечки просто не отображались нормально, либо сам игрок как-то искажался, когда я пыталась это все привязать. По поводу коллизий. Коллизии — это выделенное пространство, с которым каким-либо образом игрок вообще взаимодействует. Это может быть как и стенка, просто чтобы не выпускать игрока из определенной зоны, так и коллизия может триггерить какое-то действие или событие, или вообще что угодно. Потому что это буквальная штука для того, чтобы взаимодействовать с игроком. Зачем же 2 разных коллизии, просите вы? Да потому что мне пришлось некоторые переменные поменять, потому что когда я использовала один и тот же объект для коллизии, у меня почему-то игрок начинал тонуть. Это была вынужденная мера, потому что я просто не знала, как это исправить. Один из багов, с которыми вы столкнетесь, как самый основной, это как раз-таки из-за вот этих порожков, поэтому я заранее извиняюсь. На будущее я только после того, как закончила делать игру, вообще узнала то, что у гейммейкера есть встроенная физика дефолтная, и мне не нужно было искать в мануале и во всем, как это все делается. Поэтому, если вы столкнетесь с какими-то проблемами касаемо физики и прочего, и в это будет очень больно играть, то знайте, что это все из-за того, что все было прописано вручную по мануалу, по туториалам. Не обессудьте. И я надеюсь, что прошаренные в геймдеве люди не сожрут меня с говном. Я не знала, что в гейммейкере у игрока есть встроенная физика. Я пользовалась мануалом и наставлениями от DeepSeek. Наставлениями в том плане, то что «Hey, DeepSeek, я написала вот этот код через if-else, как у Яндеры симулятора.
Нормально, не? Ну, в общем, это было очень тяжело. До этого я пыталась что-то ковырять в гейммейкере, но весь процесс у меня заканчивался на просто игроке, который может ходить. Прошло уже, сколько, года 2-3, когда я пыталась последний раз здесь что-то собрать. И эта игра, по сути, моя самая первая законченная вещь. Вот так вот выглядит второй уровень, например. В плане какой-то планировки, платформинга, вот в который мне больше всего нравится играть, это, наверное, все-таки вот этот. Третий уровень вообще выглядит вот так. Я хотела, чтобы, здесь можно было просто свободно прыгать по этим платформам, чтобы все было кайфово, круто. Типа скоростного. Но почему-то это самый лагучий уровень из всех. Я не знаю, почему это происходит, но примерно в этой части уровня спрайт игрока начинает дублироваться, и я не знаю, как это исправить. Поэтому я решила зарелизить это так, потому что пускай это будет напоминанием на будущее. Я unskill. Skill issue. Из того, что я могу еще добавить про то, что происходит внутри гейммейкера, в принципе, мне понравилось в нем работать. Я, только совсем чуть-чуть ковыряла какие-то игровые движки. До этого пыталась что-то сколотить в RPG-мейкере, пыталась что-то сколотить в Godot. В целом, в будущем, если я захочу сделать какую-нибудь 3D-игру или игру с 3D-элементами, потому что, мне бы лично хотелось бы как-то поработать в 3D, то, наверное, перейду на Godot. А так, я люблю пиксель-арт, я, шарю больше в 2D-анимации на данный момент. И, соответственно, в принципе, гейммейкер под мои нужды подходит. Бывают, конечно, периодические моменты, которые я вообще не понимаю, что происходит. Я так поняла то, что все люди, которые только начинают разбираться в гейммейкере, с этим сталкиваются, поэтому, наверное, это нормально. Давайте перейдем тогда к спрайтам, потому что это уже больше мой конек, чем программирование. Для спрайтов я использовала OCPrite. Как вы можете увидеть, это анимация, но в виде такого спрайт-щита. Короче, изначально эту анимацию там прыжка я делала именно просто таким мелким форматом, и здесь можно нажимать сюда на плюсик и добавлять кадры, здесь можно добавлять слои. Здесь, что самое удобное в OCPrite по сравнению с другими программами, где есть пиксельные кисти и тоже можно рисовать, как даже Krita, которую я очень люблю и пользуюсь, это то, что здесь есть функция, которая я забыла, где располагается. Здесь можно экспортнуть документ, как раз-таки лист со спрайтами, как это назвать. Вы можете комфортно делать анимацию, включить вот здесь луковую кожу, все по классике, а потом конвертировать это как раз-таки в такую длинную картинку, чтобы потом абсолютно спокойно вставить ее в гейммейкер или где вы работаете. Сейчас я продемонстрирую, как это выглядит внутри гейммейкера. Вот внутри гейммейкера как раз-таки вот эта вещь. В чем прикол гейммейкера? Здесь, не обязательно нужна сторонняя программа, чтобы нарисовать какой-то спрайт. Здесь есть внутренний редактор спрайтов. Я могу просто в уже готовый спрайт зайти, Edit Image. И открывается такое окно. Здесь у меня уже вставленная как нужно анимация, но когда ты только вставляешь эту длинную сосиску из кадров анимации, нужно зайти сюда, и тут есть такая прекраснейшая функция Convert to Frames. И скажем, вы там доделали анимацию или кто-то вам прислал, но у анимации есть какая-то ошибка, какой-то один пиксель торчащий, такие, что же делать? Спокуха, можно просто здесь в редакторе выбрать любой инструмент, выбрать размер, цвет даже можно выбрать. Не обязательно прямо такой, просто кликаешь, и тут полноценная менюшка, все удобно. И можно абсолютно спокойно что-то рисовать. Здесь можно также просмотреть анимацию. Короче, есть удобные фичи. Давайте тогда перейдем к следующему аспекту, а именно как была сделана музыка. Для музыки я обычно работаю в FL Studio. Для, наверное, большинства из вас это окажется сюрпризом. Я очень много лет занимаюсь музыкой. Я просто без понятия, как
этим делиться онлайн, и я только сейчас начинаю этим заниматься. Ну, в общем, вот так вот выглядит проект для трека Bruce Night, который играет в конечной кат-сцене Xangbi Adventure. Я нашла какой-то очень смешной инструмент, который очень похож на звук, когда стиральная машинка закончила стирать. Вот. Для большинства инструментов в этот раз я использовала саундфонты. У меня есть саундфонты, которыми пользуется обычно Toby Fox. Как вы увидите по сюжету игры, вся моя компашка друзей, включая Xangbi, мы все очень сильно Toby Fox'ом вдохновляемся. Ну, по-своему. Мне чем нравится иногда пользоваться саундфонтами, потому что это такие гигантские паки, где в принципе все есть, и сильно над аранжировкой париться не надо. Вот. Обычно я люблю как-то долго подбирать инструменты. У меня есть любимые плагины по типу вот Xenology. Мне очень нравится Serum. Я вот недавно начала пользоваться контактом, но пока что что-то контакта не получается. Музычку писать я очень люблю. Но у меня было довольно мало времени, поэтому я обратилась за помощью к моим друзьяшкам Не Смирился и Чумаку. Огромное спасибо за помощь, за то, что приложили руку. Хоть игра и очень лагучая и т.д. и т.п., ну, зато мы хотя бы повеселились, вместе поработали. Вскоре после выхода этого видео я выложу саундтрек. Там везде будет подписано, кто над каким треком работал. Надеюсь, какие-то из наших произведений вам зайдут. Ну и, в принципе, это все. В заключение могу сказать то, что работать над этой игрой было тяжело, весело. Было очень приятное чувство того, что я наконец-то что-то доделываю до конца. Я очень благодарна моим друзьям и Xangbi за то, что я вообще узнала про все эти вещи, и все эти 8 лет спустя вообще умею это все делать, потому что даже мои какие-то начальные эксперименты, именно Xangbi помогал мне разобраться с движками, как это все работает. Поэтому мне хотелось вот сделать небольшой такой милый видосик. Надеюсь, вам понравилось. Также надеюсь, то, что у вас не сгорит задница, если вы все-таки решите поиграть в эту игру. Простите меня за ужасную физику, я старалась насколько я могла. Если также у меня в комментариях будут люди, которые шарят в гейммейкере и могут дать мне какую-то критику, не оскорбление, а именно критику, вот что-то на будущее, особенно для платформеров и РПГ, я только за. Я понимаю то, что не во всех туториалах и в мануале тем более есть, самые оптимальные, классные, хорошие способы что-то написать. Я не откажусь от советов, я не откажусь от критики. В общем, буду рада, если кто-то мне в этом плане поможет. Спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!